Привет! Это канал Блондильник, Саша его ведущий. И сегодня у нас рубрика «Один дома». Потому что частенько так происходит, что оказывается один дома человек, который хочет есть, но не очень хочет готовить. И что-то нужно. Максимально ленивые пельмени. Вот таким вот образом мы купили фарш. Потому что это супер ленивые пельмени. Супер ленивые пельмени, то есть мы даже шарики из фарша не будем скатывать. Понадобится нам мука, 2 яйца и тарелочка, в которой мы будем лепить пельмени, практически не трогая их руками. Может быть, еще какие-то привычные нам приправки. Перчик там или что вы любите насыпать. Ставим по воду. Без воды, естественно, все не получится. В принципе, цель успеть слепить пельмени. Я уже поставил. Какой я быстрый. Цель слепить пельмени, пока у нас закипает вода. Разбиваем яйца в тарелочку. Их надо будет взбить. Наверное, это будет самый тяжелый из процессов. Вот. Яйца мы взбиваем, мука у нас стоит рядышком. Что мы будем делать? Мы будем делать пельмени вареные. Можно сделать их жареные, тогда это будет намного проще. Но мы сделаем вареные. Маневр следующий. Вот наши шарики фарша. Выкидываем его в муку. Так, вот мы наковыряли, собственно, нашего фарша в муку. Дальше нам нужно его перемешать. И таким вот образом мы перекладываем обваленные в муке шарики в яйцо. Вот у нас водичка начала парить, но еще не закипает. То есть время у нас еще есть на то, чтобы их долепить. Вот мы перемешиваем теперь в яйце. Сейчас, когда они в яйце, самое время добавить чего-нибудь. Мы добавим без выпендрежа, потому что всегда под рукой. Если нам лень готовить, значит, что у нас, дома готовит кто-то другой, если вообще кто-то готовит. Ну, где перец лежит, мы, наверное, знаем. И снова в муку. Сколько раз кинуть в муку в яйцо, это вообще абсолютно индивидуальное решение. От этого зависит толщина теста. Я честно скажу, тесто достаточно такого, чтобы просто сок мясной внутри держался. И все. То есть пельмени это все-таки в первую очередь мясо. Но у всех может быть разная точка зрения. Мы, соответственно, наносим второй слой муки. Здесь можно вообще вот так вот воспользоваться крышкой. Вот так просто закрываем их внутри. Вот так встряхиваем. Оп. Оп. Все ровненько в муке. Ну, нанесем третий.
чтобы наверняка. Из всего, что испачкалось, это одна кастрюля будет грязной у нас, одна тарелка. И кончики 3 пальцев. Ложку забыл. Потому что если мы одни дома и нам лень готовить, что-то мне подсказывает, что мыть посуду нам тоже очень лень. Вода закипает, это значит, что мы сейчас уже должны закидывать пельмени. Чуть-чуть из графика выбились. Но я затяну время с помощью заправления воды. Мы хотим не просто пельмешков, мы хотим с бульончиком их скушать. Для этого мы воспользуемся пассеровкой, которая была в первой серии сделана и заботливо заморожена. Вот. Жарить нам, естественно, ее было бы сейчас лень, а разорвать пакетик несложно. Вот у нас практически суп, не хватает только пельменей. И сейчас мы их будем добавлять. Заканчиваем обвал пельмешков в тесте. Как это? Чем аккуратнее обваливаем, тем аккуратнее они будут выглядеть, но все равно они будут выглядеть не как обычные пельмени. Не будем забывать, что это все-таки пельмени ленивые. Вот. И финально кидаем в муку. И сейчас будем уже в наш бурлящий бульончик их закидывать. Если вы любите, да в любом случае, я вам советую попробовать. Даже если вы это не любите, добавить немножко уксуса туда прямо в бульон. Если любите уксус, то чуть побольше, если не любите, поменьше. Он чувствоваться, если чуть-чуть добавить, и не будет. Потому что его мука с пельмешков украдет из вкуса, вы не почувствуете его. Добавляем чуть-чуть уксуса яблочного. Все. Обваляли последний раз пельмешки в муке. И идем закидывать их в воду. Если хочется пельмешки, чтобы были поаккуратнее, можно их прокатать в руках, как шарики, тефтелечки так. Но меня это не интересует. Естественно, не безобразно. Поэтому я их закину прямо как они есть. Можно что-нибудь туда добавить для красоты. Какой-нибудь куркумы или красной сладкой паприки молотой. Если мало ли под рукой есть. Если нравится. Я добавлю куркумы. Вот так вот чуть-чуть возьмем куркумы. Золотистая очень штука. Вот уже, кстати, если посмотреть, то видно, что там действительно плавают пельмешки. Или такие в нашем варианте получились какие-то мини-манты. И вот мы пельмешки делаем из фарша, который может быть сделан заранее нами. Из мяса, которое нам нравится, с любыми, которые добавки нам нравятся. Можно накрутить сразу заранее фарша. Также в пакетиках его наморозить. Можно шариками, можно кусками, как нравится. И потом в любой момент, когда будет хотеться, быстренько сделать себе либо котлету пожарить, либо пельмешков, как я сейчас показываю, налепить, накатать. Ждем, когда сварятся, и будем смотреть, какой результат. Вариться они будут, как обычно, минут 5. Так, чтобы быть уверенным, что пельмешек у нас готов, и все хорошо, потому что они у нас такие, не покупные, мы их большие сделали.
Давайте проверим, что он готов внутри. Пельмешек. И, естественно, бульончика. Он такой золотистенький из-за морковки и куркумы. Красотища. И вот наши пельмешечки в готовом виде. Давайте их попробуем попробовать. Хотя нет. Если я попробую, а вы сейчас не можете есть, то это будет не очень честно. Поэтому я просто покажу еще раз. Вот таким вот образом. Как настоящий пельмешек. Ослеплено. Сами видели. Все, как это достаточно уникальный способ. То есть ленивый способ пельменей я искал долго достаточно. Мало ли кто что-то разумное придумал. Подобного не нашел. Конечно, если вариант понравился, если попробовали, то жду ваших комментариев под видео. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока.